Всем привет! Прошлая подборка фильмов, которые сняты не в Голливуде, довольно неплохо зашла людям. Ну, по меркам моего канала, конечно. И я решил сделать вторую часть. Как-то раньше я не обращал внимания, что датские фильмы очень хороши. Скорее всего, их не замечают из-за слабой рекламы в сравнении с Голливудом. Или вообще из-за ее отсутствия. В общем, датские фильмы прям клондайк. Пишите в комментариях про фильмы, которые вам очень нравятся. Либо про актеров, либо режиссеров. Итак, заваривайте чай и поехали! Дверь. И начну я, конечно же, с датского фильма с одним из моих любимых актеров Мадсом Миккельсеном. Сюжет фильма посвящен вопросам, которые каждый человек задавал себе не один раз в жизни. А правильно ли я поступил? А что было бы, если бы я поступил иначе? Такие сомнения возникают у нас чуть ли не каждый день, и мы ищем возможность все исправить. Но мы даже представить себе не можем, какие последствия могут принести такие исправления ошибок. А вот Дэвид теперь знает. Из-за неверного выбора главного героя погибает его дочь. После этого он впадает в жуткую депрессию и не хочет больше жить. Но однажды он обнаруживает таинственную дверь, которая полностью меняет его жизнь. Дело в том, что эта дверь дает возможность вернуться в прошлое и исправить все совершенные ошибки, либо наделать новых. Ты в норме? Да. Просто хочется на тебя посмотреть. Второй шанс. И снова датский фильм. Кстати, я не знал, что этот актер из Дании. Очень удивился. В центре сюжета мужчина по имени Андреас. Он работает в полиции и за все время повидал много всякого зла, которое сломало не одну человеческую жизнь. Но герой даже представить себе не мог, что ему самому придется столкнуться со страшным горем. Жизнь Андреаса складывалась отлично до определенного момента. Но все начало рушиться после того, как умер его годовалый сын. Незадолго до этого Андреас вместе с напарником побывали в доме семьи наркоманов. В одной из комнат полицейские обнаружили неухоженного грудного ребенка, до которого родителям попросту нет дела. Естественно, они сообщают об этом в социальную службу, но те только разводят руками. Спустя некоторое время, ослепленный горем после утраты ребенка, главный герой решается на преступление. Думаю, вы догадываетесь, на какое. Он умер. Не говори так. Ты чокнулся. Он умер. Я должен вызвать врача. Нет. Я должен. Нет. Мама. Нет. Боргман. Или Возмутитель спокойствия. Если не найдете по одному запросу, то ищите по-другому. Этот фильм посоветовали в комментариях под прошлой подборкой неголливудских фильмов. Как там написали, это лютый артхаус, но не досмотреть его невозможно. И я с этим согласен. Сам Боргман своей наглостью очень раздражает. Плюс мать семейства раздражает своим поведением. И вообще весь просмотр что-то раздражало. Но так и было задумано, как мне кажется. В общем, фильм мне очень понравился, он вызвал кучу эмоций и запомнился надолго. Устав от постоянного пребывания в тени, почти забытый и уже неузнаваемый самый страшный из кошмаров решает напомнить о себе жителям современности. Он пришел в дом в образе обычного бомжа, вызывающего у хозяев ранее лишь отвращение. Теперь же ему оказывают почести словно самому дорогому гостю. Его внимание ценят, а к словам прислушиваются. За ним готовы идти, но уже слишком поздно. Месть этого опасного существа будет страшна. Боргман с удовольствием посмотрит, как эти напыщенные людишки будут изводить друг друга, в чем он им с радостью поможет. Добрый день. Вы господин Ванс Хендель? Да, Не мог бы я принять у вас ванну? простите. Душ тоже подойдет. Не думаю. Вы окажете мне большую услугу. Я так долго был лишен возможности помыться. Возможно, но нет, нельзя. Подождите. Вы делаете из мухи слона. Я всего лишь путник, которому нужно помыться. «Моя земля». Это вы никогда не поверите. Датский фильм. Ну и Германия немного помогла в съемках. В мае 1945 года Дания за счет союзных войск избавилась от многолетней немецкой оккупации.
но сталкивается с проблемой тотального минирования своих прибрежных территорий. Чтобы обезопасить свой народ, правительство принимает решение задействовать тысячи военнопленных немецких солдат, направив их на разминирование пляжей. Опытному и суровому сержанту Карлу Расмуссену попадает в подчинение отряд из нескольких немецких мальчишек, которым предстоит рисковать жизнями за грехи. Все они еще дети, и при ранении зовут маму, но когда шли в другую страну убивать, то были взрослыми. Если они ели отсюда, то не мудрено заболеть. Сюда ведь крысы гадят, видите? Что смешного? Довелось и мне задать немцам. Подводная лодка. В 1941 году немецкая подводная лодка стоит во французской гавани Ла-Рошель, куда прибывает военный корреспондент, лейтенант Вернер, чтобы собрать материал для статьи. Он присоединяется к экипажу, которым командует капитан Генрих Леман Вилленброк, чтобы участвовать в новой операции в Северной Атлантике, где они будут охотиться на британские корабли. Потопив несколько сухогрузов, изрядно поврежденная субмарина получает приказ незаметно пройти в Средиземном море через Гибралтарский пролив, который хорошо охраняется британским флотом, что является настоящим самоубийством. Фильм очень красиво снят. Несмотря на 81 год, он выглядит гораздо лучше, чем большинство современных фильмов. Я буквально вчера его посмотрел, и уже почти сутки он не выходит у меня с головы. Поначалу меня напугал хронометраж. Обычная версия идет 3,5 часа, а режиссерская 4,5. Но во время просмотра я понял, что в этом случае хронометраж идет только на пользу. Тут очень много длинных сцен. Например, когда весь экипаж прислушивается, где плывет английский эсминец. И в эти моменты я сам сидел как мышка, тихо-тихо, не дыша почти. Очень крутой фильм. «230 метров.